Хой, союзники! На связи OtSpyGamer. И что ж, у нас сегодня с вами продолжаем, в принципе, да. Наконец-то AutoHotkey, новую версию установил спустя 2 года. Скрипт заново я написал на то, чтобы управление адекватное было, да, для меня. Вот. Так что да, теперь у меня адекватное управление, Numpad 6 тоже работает. Теперь я использую его вместо кнопки C. Но на QTE я буду использовать Z, X и C. Да, потому что так, типа, удобней. Окей. Чё, самое важное? Это, мне Вицназак очень помог. Многое разъяснил. Респект, огромный респект. Короче, а что я пропустил, да? В первом видосе я слил Эми и Крим при первой же возможности. Но, знаете, есть такая интересная деталь. Каноничные смерти. Первые смерти. Сейчас я покажу данные моменты, это важно, поскольку дальше в игре будут отражены эти моменты. После этого покажу уже бесконцовочную. Она интересна тем, что это, по сути, послание на прохождение всей игры. И да, самое важное, что стоит выделить, чтобы потом не было вопросов. Да? Каноничная смерть Салли первая, ее невозможно получить в начале игры, из-за встречи с Рексером, который предотвратил планы Экзелера заманить ее в ловушку, которая была в оригинальной игре. Что ж, погнали! Первые каноничные смерти. Ух, блин, я побегал в этой игре, вообще зашибись. Не так уж сложно, кстати. Только уровень Салли для меня оказался сложным. Ладно, это я потом уже все расскажу. История? Погнали. Я вам покажу, что да как. Для злодеяний нужен злодей. Для злодея нужен герой. Но если не будет злодея, не будет и героя. Так, сразу скипнуть нельзя? Хорошо. А, все, отлично. Что ж, теперь это управление. Кстати, input lag даже поменьше стал с этой программой. Ну, обновил, да? Вот. Что ж, Эми, поехали. Что я понял, играя за Крим, это то, что персонажи, которые заранее свертываются в кубок, как Крим, из-за них можно спиндешить, не нажимая кнопку многоразово. Такие дела. Но музыка тут, кстати, прикольная. Так. А, не тут. Я в прошлый раз просто секрет нашел. Может, вам даже покажу. Вот тут вот. Не понял, нужно ли было пробивать, но окей. Плюс жизнь. Она нам не нужна? You got a life. Спасибо, что, кстати, так активно поддержали на первом выпуске. Огромное спасибо. Ну, треки, как всегда, взяты откуда-то, да? Как и трек из дневника, который я нашел на какой-то... на каком-то японском канале, вроде типа того. Не думаю, что трек хоть один тут написан. Но, надеюсь, они все без АП. По крайней мере, на первый ролик мне ничего не прилетело. Толковатый путь вниз, но я все равно спущусь. Отлично. Это было близко. Какие прекрасные звезды. Какая жалость, что они редкие. Но где же Чиз? Я в лесу уже более 20 минут. Я его до сих пор не нашла. Но я не сдамся. Стоит изучить этот лес чуть подальше. Ночной лес. Что ж. Проблемная локация для меня была, потому что в один момент, в одну ночь, когда мне это все Вицназак расписывал, даже 2 ночи, да, у меня была проблема. О, тут ничего нет. Мне следует изучить лес получше. Вот. А, у меня была проблема, были сильно перегружены мозги, я ни хера не понимал. На следующее утро стало все понятней. Отлично. Какой-то лесник заблокировал часть леса. Он, наверное, спит. Может, я смогу разбудить его? Отлично. Так. Может, мне сломать эти ворота? Нет, это не похоже на меня. Я найду другой путь. Не похоже, говоришь? Это нам необходимо. Ну как, варианты так бы были. Так это ты, кто сломал ворота? Эй, твои ворота блокировали путь к остальной части леса. Я что-то пропустил? Соник.
Твоя подружка сломала ворота, которые блокировали путь к запретному лесу. Давай мы все обсудим, окей? Если мне компенсируют урон имущества. Конечно, жди тут, Эми. Кул. Разобрался. Да-да-да. Итак, Соник, все теперь наладилось. Мы переговорили и все решили. Ладно, я обследую эту дорогу. Следуй за мной, как будешь готова. Выпуск будет коротким, вот. Что ж, восполняем пробел, как говорится. Ну, не знал я. Вот. Так что Виценозаку огромное спасибо. Ты идешь? Соник, помнишь день, когда мы встретились? Я резко почувствовала ностальгию. Да, конечно. Это было прекрасное место. Маленькая планета? Конечно, там были неплохие места, не считая плохое будущее. Что? Соник? О, Соник, сиди. Мы встретились возле озера Как ты мог забыть? О, прости, наверное, у меня не такая же и хорошая память. В любом случае, как там ты и Крим? Она для меня как младшая сестра. Я так... Чур, диалоги не имеют смысла. Вот, пока что. Потому что вариант уйти нам не нужен. Мы канонично умираем. Что такое каноничные смерти? Я понял только, когда сам поиграл. Вот, а не со слов Виценозака, да? Дорогого Денюсику. Вот. Каноничные смерти, это, короче... Вы играли, да? Те старые Sonic Exe игры. Вот, в Sally Exe. И там вот не было, короче, варианта выжить. И вот они, эти смерти есть. Как пасхалка, отсылка. Окей. Ха-ха, я так и думал. Вы двое связаны, не так ли? Ладно, больше никаких вопросов, окей? Давай поговорим о тебе. Ты не Соник. А? Что ты сказала? Неважно, давай продолжать идти. Можешь рассказать мне об этом месте? Увидишь, я уверен, тебе это понравится. Что ж. Я что-то слышала. Эми, успокойся, мы почти дошли. Он волк в овечьей шкуре. Доверишься ему, умрешь. Мы ведь действительно не знаем по силуэтам этим опущенным... И по этому опущенному уху. Кто это такая? Что? Вы, кажется, ошиблись. Он уже одурачил тебя. Запомни, увидишь ключный объект, дотронься до него. Почему Соник привел меня сюда? Оу, ты уже тут, дорогуша? Отлично. Видишь это кольцо? Да. Давай в него прыгнем и исследуем. Не волнуйся, с нами все будет в порядке. Ладно. Прыгнуть кольцо. У нас нет вариантов. Погнали. Кстати, уровень за Крим, да, если на бесконцовочную проходить, вот. Там очень, как мне казалось, сложный уровень, но нет, прошел с первого раза. Я не знал, где находятся заранее эти вещи, и все равно смог как-то пробежать. Но заряд был на нуле. Ну, возможно, кто-то не понимает, о чем я. Ладно, теперь дотронься до этого финиша, дорогая. А мы вот так вот делаем. И опа! Узнаете? Знаешь, Эми, есть что-то поинтереснее в вас, девушках. Что ты имеешь в виду, Соник? Вы все такие наивные. Что за... Ты кто такой? Держись подальше от меня. За Варду! Ой. О, Яры-Яры. Кажись, я украл твое сердце. Не волнуйся. Ты хочешь его назад? Сейчас Джоджофаги бьются в экстазе. Не хватает только Ванила Айса, который будет кружиться тут по кругу и резать все направо и налево. Упс, я, кажется, его не туда вставил. Но ничего страшного. В любом случае, ты попытаешься снова, не так ли? Ты, естественно, меня тут держат, заставляют на привязи. Благо, следующий ролик по Golden Axe. Рандом всегда прав. Крольчиха Крим. В принципе, покажу. И за Салли нет смысла ничего показывать. Я вам уже все объяснил. И мы сразу же начнем гайд по получению бесконцовочной. А сейчас мы идем по каноничным смертям.
Чиз, я надеюсь, ты в порядке? Ай, откуда исходит этот свет? Это, наверное, бинго-фестиваль. Мисами. Я посмотрел, как я озвучил эту штуку. Вообще, Крольчиха Крим один из моих любимых персонажей, но Тейлс уж. Теперь спорьте падов в комментариях. Да-да-да. Ну, очень легко, не знаю, для кого квиктайм ивенты эти сделаны. А это вот охеренная музыка, не знаю, откуда она взята, но... Ух, блин. Мне очень нравится. Ну, вышла ошибочка. Так, что от нас требуется? Ну, не такой я и мастер, конечно, но все же. Уровень Салли я вызубрил. Идиот. Сейчас покажу, где найти пароль. Там будет пароль. Да. Пароль. Кроу. До свидания. О, я сквозь текстурки немножко пролетел. Вот тут берется пароль. Пароль? Только правильная комбинация откроет путь для тебя. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Интересно, на самом деле, было бы сделать это в рифму. 4, 2, 3, 1. Погнали. Нудный уровень. На самом деле, странно намутил в этом плане недонюха, потому что есть очень тяжелые уровни, есть уровни, которые, по сути, должны быть тяжелыми, но они ни хера не тяжелыми, как Скрим, который я с первого раза каким-то образом прошел. Как? Непонятно. До сих пор не знаю. Так, сигнал. Только 3 красных светлячка откроют путь для тебя. Йоу, способна ли ты их поймать? Этот гриб что-то знает. Твою мать. Я до сих пор не знаю, как это работает, но это на рандомайзере какой-то. А, уже все? По-моему, 2 звука было. Или я шизик уже? Ну, конечно. Так с ума сойти можно. Так, погоди, тут опять какая-то надпись. Я их не читал, когда тут бегал. Будь быстрой, и, может, ты сможешь выиграть. Может. А, нужно через верх? Окей. Ой. Вот и отлично. Не помню я ни хрена, но окей. Надо сейчас активировать, погодите. Хотя лучше бы я путь глянул. Опа, интересно, можно как-нибудь застрять в текстурках? Прям миллисекунду подлететь? Чтобы, типа, тебя и убило, и не убило. Ну, это было легче, чем первый раз. Окей. У меня лицо такое. Но Тейлс лучше. По-моему, я заразился от кого-то этим. Я так устала. Я не смогла поймать это. Этот светлячок был редким и также странным. Я не могу об этом волноваться. Я должна найти Чиза. Ну, Чиз нам не нужен. А обязательно нужно не брать светлячка. Да-да. Бинго-фестиваль. Да-да-да-да-да-да. Кайфовая музыка, но мы идем к Экзелеру. Нам нужно умереть. Срочно. Музыка балдеж. Я не знаю, откуда автор их брал, но класс. Звучит она замечательно. Немножко Undertale напоминает, там было что-то подобное. О, здравствуйте, мистер Соник. Я не ожидала вас тут увидеть. Я слышал, ты потеряла Чиза. Я почти уверен, что знаю, где он может быть. Правда? Где он? Я тебе покажу. Следуй за мной. Ну да, смысл разговаривать с ней, когда столько смертей. О, кайфовый Олст. Что это, мистер Соник? Это кроссовки скорости. С ними ты сможешь бегать быстрее, чем обычно. Круто, да? Они безопасны? Не переживай, Крим.
Я их использую все время. Я пойду первый и подожду тебя. Хорошо. Ну, немножко голос я Откалибровал. Это сложно, но все же. У меня еще на очереди следующий ролик. По рандому. Я там буду сражаться в моей любимой игре. Которую я очень хорошо знаю. И именно поэтому я такой счастливый. Абсолютно ничего не предвещает беды. Ой. Но я вам показал каноничные смерти. Теперь пойдем туда, куда следует идти. Да? Так, ну что, бессмертовочка. Покажу вам чисто определенные моменты, через которые нужно идти, да? Получается, Эмми нужно через лес идти. Вот, не будем читать диалоги, ничего, быстренько промотаем, вам покажу чисто. Это потом все будет полностью, я буду читать диалоги и так далее. Это потом, в следующих выпусках. Просто то, что будет пройти, если в самом начале это сделать. Поторопиться, так сказать. Вот, так что погнали. Как раз вам все покажу. Вот. Ну, короче, салька самая такая, сложная, если брать из уровней. Прям вызубрить падла пришлось. А иногда и с рандомом не везет. Вот. Но это вы потом как-нибудь увидите. Сейчас вам покажу. Получается, Эми через лес нужно пройти, а Крим через дом Ванилы. Вот, собрав все коронки. И там я, в принципе, дальше уже покажу, что получилось из концовки. Такие дела. Это управление меня иногда бесит. Так, пропускаем. Но почему-то... Я чуть про Quick Time ивенты не забыл. Вот. Да-да. Так, пропуск. Погнали, попуск. Опа. Так, что нам тут надо? Что? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. Какого-то хрена нужно зажимать всегда кнопку не в том направлении, в котором ты двигаешься, потом, а именно, которое ты изначально зажал. Это и весь секрет для меня был. Так, дальше дерево, дальше это вроде, да. Наконец-то я нашла этот ключ. Теперь я смогу открыть ворота. Ну что ж, погнали. Реактивная Эми. В жопе ранец. Что? Кто здесь? Мы не встречаем охранника, а позже он отвлечет Экзелера и поможет нам. Главное, правильно отвечать на вопросы. Я не помню вопросы. Осторожнее, Эми. Или ты можешь кому-то навредить. Соник. О, прости, я тебя ранила. Ранить меня? Я же все-таки Соник. Ты хвастаешься. В любом случае, тебе нравится мое новое платье или прическа? Ты еще красивее, чем когда-либо. Ух, сука, манипулятор. Я нашел крутое место. Можешь глянуть на него со мной? Конечно, хочу. Веди, Соник. Пипец, у нее лицо счастливое. Ну что ж. Соник, помнишь день, когда мы встретились? Я резко почувствовала ностальгию. Да, конечно. Это было прекрасное место. Ой, неправильный вопрос выбрал. Ответ выбрал. Маленькая планета? Конечно. Там были неплохие места, не считая плохое будущее. Что? Соник, мы встретились возле озера Невер... Как ты мог забыть? О, прости, наверное, у меня не такая уж и хорошая память. В любом случае, как там ты и Крим? Она для меня как младшая сестра. Я так и думал. Вы двое связаны, не так ли? Ладно, больше никаких вопросов, окей? Давай поговорим о тебе. Ты не Соник. Я о многом хочу поговорить. О многом? Думаешь, да? Давай обсудим позже. После того, как ты поменяешь свое мнение. Поменяешь? Это будет потрясающе. Можешь рассказать мне об этом месте? Увидишь, я уверен, тебе это понравится.
Не знаю, что будет, если до конца Соником дойти, но так и так. До половины вы доходите, чуть больше половины, и вам открывается ключик. Замочек, точнее. Для выбора уйти. Я что-то слышала. Эми, успокойся. Мы почти дошли. Ну, это мы уже озвучивали. Беги. Отлично. Мне надо выяснить, что он действительно не настоящий Соник. Или она сказала что-то другое, и я промотал. О, так ты уже тут, дорогуша. Отлично. Видишь это кольцо? Да. Давай в него прыгнем и исследуем. Не волнуйся, с нами все будет в порядке. Ладно. Нет, не ладно, уйдем. Всегда мечтал. Когда тогда играл. И куда это ты собралась? Удивлена увидеть меня, да? Думаешь, ты умная, но получается как раз наоборот. Кто ты? Чего ты хочешь от меня? Ты станешь помехой на моем пути в будущем. Поэтому лучше тебя убить сейчас. Отойди от нее. У тебя есть желание умереть? Это огромное кольцо больше не серое. Значит ли это то, что оно безопасно? У меня нет выбора. Он меня догонит, если я не прыгну. Давай. Отлично. Что ж, как проходим бревна, я показывать не буду, это все будет потом. Сейчас просто заполняю пробелы. Поняли? Поняли. О, моя голова. Я, наверное, на самой верхушке леса. Я нашел тебя, дорогуша. Опять ты? Ты настойчив, да? Мой друг говорил то же самое. А теперь давай вернемся к тому, где я тебя убиваю. Мой друг, кстати, тоже. Но, в принципе, это вам, наверное, не нужно знать. Батутоц! Тун-тун-тун-тун-тун. С огромное спасибо Данюхе за эту отсылку. Ладно, уже вернемся, как пройду. И оно зависает. Ну, типа. Что, Крим? Погнали, Крим. Это я вам просто показываю, какие пути должны быть. Засали самый обычный путь. Ничего особенного. Жаль, что нельзя сразу скипнуть, но окей. Спидран. Ах, да, я забыл кое-что сообщить. Огромное спасибо, чувак. Что? Задонатил мне. Типа, огромное спасибо. Типа, я сам не ожидал этого. Проходим все как обычно. Отлично. Бенгалес. Тут надо лететь не в ту сторону. Отлично. Никаких вам светлячков, понятно. Так, это нам ничего не нужно. Пропускаем диалоги. Бинго-фестиваль. Тут будет сложно в плане том, что нужно все собрать. А я не помню, где предметы. Ладно, я помню. Обманул. Я просто пошутил. Будем читать? Давайте пока читать не будем, потом все равно мы встретимся, все будет нормально. Мы еще тут побываем не раз. Не будем задерживать персонал. Можно вниз опуститься экстренно? Спасибо. Тут у нас корона. Я не помню точно, где все короны лежат, но все же. Понимаете, я начинаю понимать Вицензак, который постоянно поет. Ну, типа, блин. Это довольно весело. Что у нас тут? Что-нибудь есть? Нет, чуть подальше корона находится. Потратил 2 жизни, да, когда проходил, но... Типа не подготовлен все-таки. Я тренировал Сальку. Вот и 4 жизни. Нам хватит. В принципе, остальные уровни я показывать не буду. Все-таки спойлеры.
Так, можно меня чуть спустить, а, мисс? Да вы, мать вашу, издеваетесь. Так долго, наверное, еще никто не собирал. Так, что тут у нас? Где-то тут должно быть. Может показать, что будет, если раньше времени прийти? О, там была корона. И зеленая. А зеленая где-то повыше, я точно это помню. Где-то там. Хватит! Идиот. Смотрите, что будет, если раньше времени прийти. Тут будет стена. Вот. Тут одна корона осталась, зеленая. Такие дела. Это ведь корона, верно? Или опять мое воображение играет? Играет? Челик, который трясется. Надеюсь, он в порядке. По-любому на одной из платформ должна быть, да? Но тут нет. Поищем. Опа, а там выше платформа. Не моя ли случайно? Да, я был прав. Возвращаемся. Но музыка кайф, я просто не могу. Теперь я понимаю, Денис. По-моему, я нашел конкурента бочки смерти. Ладно, я просто расслаблен. Такая музыка, знаете, явно не для сбора всего этого. Это... Чиз? Нет, это не может быть. Это не может быть. Нет. Чиз, я не могу в это поверить. Ты был со мной вчера, играл со мной. Мне правда жаль, дорогая, но ты должна бежать быстро. Беги к городу свободы. Что? Ладно, мне жаль оставлять тебя, но я должна. Прощай, Чиз, я... Пипец, девочки, я плачу. Мистер Соник, Чиз мертв. Что? Мне очень жаль за твою потерю, Крим. Слушай, преступник все еще где-то поблизости. В таком случае ты должна идти домой. Что насчет тебя? Я найду этого монстра. Кто убил Чиза? Хорошо, я пойду домой к маме. Интересно, зачем он актерничает? Типа, он не мог ее сейчас просто быстренько прибить и пойти по своим делам? 20 минут спустя. Это самая жуткая и атмосферная локация. Просто, блин, я обожаю эту локацию. Просто Данюха, я не знаю, откуда он взял этот фон, может, сам рисовал. Вау. Просто вау. Невероятно. Это одна из моих любимых локаций. Она как бы и несложная, и прикольная. Вот. Мама, я дома. Ты уже вернулась, дорогая? Что насчет Чиза? Ты его нашла? Я тебе позже скажу, ладно? Я не хочу об этом говорить. Почему ты не хочешь рассказать своей матери, Крим? Я уже знаю, что эта крыса сдохла. Мама, почему ты говоришь так? Что с тобой? Не смей включать свет. Я же сказал тебе, не смей включать свет. Какая жуть, а? Не трать энергию, найди ключ как можно быстрее. Будь осторожен при исследовании дома. Она может появиться в любой момент. Ну, охрененный на самом деле момент, прям хоррор. Охеренно. Хоть я хорроров и не пугаюсь, но атмосфера, вау. Мой любимый уровень в этой игре. Так, X за что у меня отвечает? Ага, X у меня отвечает нам под 5. Не пытайтесь найти логики, я сам ее не знаю. Эта стена, кажется, повреждена. Вы видели? Охеренно, да? Охеренно сделано. Ну, естественно, показать вам, как Game Over выглядит хотя бы. Все, проходим. Если я смогу. Я в прошлый раз на шару как-то, что ли, пробежал. Так, Крим, ты можешь двигаться?
Жуть. Ребят, у меня кнопка С не работает. Какого черта? Мне можешь кто-нибудь объяснить? У меня кнопка С не работала. Что за бред? Эй. У меня не работает кнопка С. Вот, я щелкаю. Класс игра. Спасибо. Окей, игра. Просто убейте меня. Это странно. Я перезайду. Ребята, меня сейчас это выбесит. Кнопка С не работает после первой смерти. Я сейчас еще раз записывал. Второй раз. Опять то же самое. Одна смерть и все. Короче, диалоги я больше читать не буду, потому что, оказывается, из-за них время не останавливается. Ну, тупизм в этом плане. Да, это, наверное, было бы сложно сделать, но все же. Это пипец. Типа, недоработочка. Ну, лично у меня. Серьезно, кнопка С просто перестает работать после первой смерти. По крайней мере, второй раз так совпало. Больше я умирать не желаю. Какая дрянь? Я нашел ключ. А теперь вали. Почему Ты берешь от своей матери, Крим. ты не моя мама? Мне надо научить тебя уважению. Найден союзник. Цель защитить. Я это достану в следующий раз. Ты в порядке? Ты же не один из роботов-роботника, да? Ты спас меня. Работник сказал мне получить изумруд хаоса, доставить его до Акваозера. Соник потом попал. Как ты можешь заметить? Соник? Ну как? Я его видела. Но он выглядел нормально. Но оно было похожим на него. Я чувствую в сомнениях. Мы должны держаться вместе, если хотим выжить. Город Свободы. Мне кажется, добраться до города Свободы. Рассвет. Красиво. Что ж, дальше проходить мы не будем. Сразу вам покажу. Не буду спойлерить на следующий раз. Сейчас мы увидели уровни, которые мы, в принципе, видели. Так что, извините, ребят, сразу показываю концовочку. Юзер, кем надо быть, чтобы назвать свой ПК таким ужасным именем? Стоп. Ты здесь ради лучшей концовки? Ты правда считаешь, что это будет настолько легко? А ведь ты еще тупее, чем я думал. Но выход есть. Тебе надо открыть все главные концовки. 20 концовок, если поточнее. Выбор уровней тебе в этом поможет. Хотя, у тебя есть и иной выбор. Просто брось эту затею и посмотри игру где-то, как многие игроки делают. Удачи с твоим яростным прохождением, задрот. Ах да, я закрываю игру. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.